Итак, я начну свой влог с того, что хорошо, что я его сейчас начала, потому что я бы взяла с собой пустую камеру, без батареи. С чего я начинаю свой влог? С того, что я собирала трусы, и на меня нашло осознание, что мне нужен еще и дезодорант. Вот этот вот очень хуёвый дезодорант. Раньше дезодорант был нормальный, а теперь переделали его, дешевле, что ли, сделали упаковку. Короче, упаковка трусов. Я собираюсь в больницу. У меня проблема с глазом. И случилась она внезапно совершенно. Оказалось, это проблема не потому, что я пересидела за компом в темноте, как я думала сначала, а вообще по какой-то другой неведомой херне, о которой я даже не знаю, вот, что думать. И вот мне поэтому сказали, надо лечь в больницу, обследоваться и пролечиться одновременно. Это, конечно, хорошая тема, но если вы думаете, что вы ничего не поняли, вы не один такой, потому что я сама ничего не понимаю. Вот у меня такой рюкзак, блестящий, очень красивый. Стоял без дела, и вот сейчас он пригодится. Но если бы он не пригождался, я бы была не против. Я лично в больницу не хочу за 100 миллионов долларов. Какая тема у меня произошла? Меня вдруг неделю назад я начала при моргании видеть черные молнии. То есть я левым глазом при моргании вижу, глядя на какую-то однотонную светлую поверхность, я вижу темные молнии. Я об этом говорила на стриме и назвала это тленный глаз или глаз дез-металлиста. Все было бы смешно, если бы оно прошло. Но оно не прошло. Я понаблюдала за ним неделю, и мне даже кажется, что он стал хуже ощущать себя. Но самое главное, что зрение стопроцентное. Помимо молнии я еще вижу боковым зрением будто свет, такой вот светлее картинку. Из-за того, что этот глаз видит нормально, а этот как будто видит все засвечено, будто экспозиция на плюс 2% выкручено где-то. Из-за того, что они друг с другом не могут сконнектиться, у меня, в общем, периферическим зрением пульсирует. Из-за этого я устаю. За всю неделю я не смогла даже сесть за блоги какие-то, чтобы что-то монтировать. Очень сильно напрягает, и все внимание уходит у меня на этот глаз. И то есть мои дни, они похожи вот на вот такие вот. То есть, прошел? Нет? Нет, не прошел. Так, а вот если я вот так посмотрю. Так, а если я поплачу этим глазом, вдруг у меня там что-то вымоется. Поплакала. Ну, еле-еле там даже слезу не выдавила. Нет, ничего не помогло. А если я пойду промыла, ничего не помогло. Так, а если вот так, а вот если вот так, а если со шторой? Я еще заметила, что более комфортно я себя чувствую, когда наступает облачность. Если солнечно, либо вот как сейчас электричество включено, у меня начинает колбаситься вот так. Я уже сразу поняла, что вот эти вот молнии — это мои собственные вены в глазу. Я каким-то образом их начала видеть. И было бы смешно, если бы мне сказали, что ничего вообще не видят. При осмотре сегодняшнем мне закапали в глаза какую-то хрень, которая расширяет зрачки. И ты ни хрена не видишь при этом. То есть у тебя широкие зрачки, ты не близко, не далеко, ну вот совсем далеко видишь, да, что-то там мутное совсем. Но близко, даже вот я снимала себя сама на телефон, я себя не видела вообще. То есть очертания какие-то есть, зрачки я не видела. Я поняла, что они у меня как 5 копеек, и поэтому я наснимала смешные видео. Весь этот осмотр, он был на 50% норм, а на 50% это был ад. Мало того, что тебе светит каким-то этим ультралучом, который тебе как будто, вот, я не знаю, мозг выжигает,
Это не лазерная коррекция, если что. Мне просто смотрели глаз. Это неприятно, да? Плюс ты еще не видишь, тебе что-то какую-то хрень закапали, ты ни хрена не видишь. Потом началась такая тема, что, блядь, такая неприятная. Каким-то... Я вообще не поняла, что мне сделали. Какой-то окуляр с присоской, ну, которая как линза. И мне вот девушка там смотрела, она говорит, сейчас будет неприятно. Блять, это настолько неприятно было, я вообще... Пиздец. Я линзы никогда в жизни не надевала никакие. Если это хотя бы на 10% похоже на надевание линзы, я соболезную людям, которым приходится линзы носить. Это пиздец. Это так мерзко. Я понимаю, ко всему можно привыкнуть. Это было не больно, нет. Это было настолько, что будоражило мои внутренние инстинкты. Мне хотелось ударить и убежать. В общем, это настолько было мерзко. Мне присосались вот этим окуляром, и он у меня не мог моргнуть. Еще плюс меня просят там посмотреть налево, направо, наверх, в верхний угол, в нижний. Меня вот заливает. Я вообще заплакать хотела в этот момент, потому что это было так уебищно, я себя никогда не чувствовала. На больной глаз что-то очень долго смотрели. Наверное, не с первого раза присосалась. На второй глаз сразу присосалась, и очень быстро это все прошло. Блять, потом мне промывали глаза, и нихуя не вижу. Там закапывают, надо еще в коридор выйти и посидеть с закрытыми глазами. Среди чужих людей я слышала и не видела никого, и это было тоже... такое себе. Я привыкла все контролировать, я знаю, я слышу там детей, они могут мне что-то махнуть, они могут меня ёбнуть, а я сижу с закрытыми глазами. Просмотры, они там продолжались 2,5 часа. По всем шайтан-машинам меня провели, давление измерили и все такое. Геморрагии проминируют в стекловидное тело, то есть это то, что я вижу. Называю молниями, это геморрагия, то есть это, короче, вены глазные, они у меня расширены. Так вот, артерии сужены, вены резко расширены. Вот что мне написали. В результате какого-то преломления, но мне, как мне еще объяснили, у меня там отек. Видимо, это то, что я чувствую, если глаз закрывать и как-то вот ему так шевелить. Я чувствую, что у меня чешется внутри. Полнокровные, извитые, микрогеморрагии по ходу сосудов. На периферии микрогеморрагии. Короче, все микрогеморрагии. Геморрой в глазу. На периферии на 4 часа след улитки. Это я не поняла. Сетчатка прилежит. Но о чем мне объяснила врач, которая мне вот, в принципе, вот это все печатала, и надо в срочном порядке ложиться в стационар, чтобы мне начали лечение. Самое, что приятное, мне будут делать укол в глаз. Еще меня спросили, не волновалась ли я. Я не волновалась до сегодняшнего дня, но сегодня я волнуюсь. Если бы сегодня меня ёбнуло, это было бы хотя бы хоть как-то. Но меня ёбнуло просто так. Я, короче, спросила, может ли быть это из-за того, что я по 8-12 часов работаю за компьютером, находясь в темноте, потому что у меня привычка такая дурная. И именно когда меня ёбнуло, я сидела, монтировала видео, и я заметила тогда, что у меня немножко голова начала болеть, как-то шея вот так, потому что я ложусь вот так вот и монтирую, в общем, и лежу, собственно, на шее. Но мне сказали, что нет, должен быть сильный стресс, чтобы так ёбнуло. Короче, у сердца есть прединфаркт, прединсульт там, в общем, мозга. Только у меня это в глазу. То есть у меня предромбохуит. Меня не ёбнуло до конца, но у меня не проходит вот эта вот предхуйня. Выброс произошел по венозным, то есть они резко сузились, там расширились. Кровь ебанула, но кровоизлияние не произошло. Но еще меня напугало то, что мне сказали, что это типа не может быть просто так. У людей это происходит, как я понимаю, сильный стресс, да? Кто-то умер, либо ты в ДТП попал, либо еще что-то произошло, либо там тебя ограбили, либо ты рожаешь. От перенапряжения может так вот лопнуть чего-то. Ну, блин, почему у меня, я дома сижу в комфорте, сижу и монтирую видео. Меня ёбнуло. И вот как раз, чтобы понять, почему,
Мне предложили лечь, и мне там еще сделают МРТ мозга. И я сразу такая думаю, блядь, ну все, у меня рак мозга, видимо. Ну потому что, а что еще может быть? Только самое плохое, да? Блядь. Пиздец, короче. Блядь, не буду, ладно, я шутить хочу, пиздец, очень смешно. Но мне на самом деле не смешно. Я как бы, пока вот этим всем занималась, да, я держалась, но... Мне страшно, блядь. Я не хочу, чтобы у меня рак мозга был какой-то. Еще стрим хотела запустить. Ну да, ну да. В общем, от всех обследований и от всего у меня заболела голова. Вот именно сейчас я нервничаю, да, есть такое. Собираюсь взять с собой камеру, потому что чем мне заниматься 7 дней? И мне завтра к 7:30 туда приезжать. Не знаю, буду ли я сегодня спать. Надо это все обнулить. На автомате все делать и снимать всякую хуйню, монтировать. Я возьму с собой ноутбук. Я надеюсь, меня там ловить особенно не будут. И, короче, я еще хочу в палате одна лежать. Я считаю, что я столько заплачу, я вообще-то имею право на то, чтобы лежать одна. С какого хуя я должна с кем-то лежать, я не знаю. Еще ничего не известно, а я уже права качаю, блядь. Понимаете? Захотела, поплакала, чё. Мыло в коробочке, трусы, топики. Нет, топик одну штуку возьму. Рубашка, джинсы, тай-дай домашний. Ой, блин. Короче, все. Я продолжаю собирать вещи. Вернусь не знаю когда. Я еще против света снимала. Это я молодец. В принципе, я могу и сопли оставить. Вы ничего не видели. Чик, чик. Наверное, ржать буду, когда пересмотрю все эти видео. Iya, iya. Iya, 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 iya. Stuttgart auch in Dauer. Madina, Macar там мой систем. Я думаю, я думаю. Sana ben de açtım. Açı. Ya tamam seviyor ya. Tamam şimdi tamam. И вот такие звуки были на протяжении где-то 2 суток. Но все изменилось потом. А пока что наслаждайтесь вместе со мной этими звуками. Посмотрите, как я пыталась вернуть нотки здравого смысла в свою жизнь, либо уснуть. Я не помню, что я пыталась сделать в этот момент, но вот.
А вот здесь я заметила китайскую мудрость: вода на полу, символ благополучия и обет безбрачия. Неважно, платная клиника, бесплатная, все равно срать на пол и вообще за собой не убирать — это как-то не очень. И вот тут сейчас вы видите кадры, с которыми у меня связана одна история. Я ее записала текстово, и я ее зачитаю. На фоне будут другие кадры совершенно, но слушайте мою притчу. В первый же день мне изнасиловали вены. Это по-другому никак не назвать, потому что как можно с первого укола, с первого удара поставить шишку, которая не заживает у меня до сих пор? И при этом они еще говорят, что у меня тонкие вены, и зачем-то продолжают их ковырять, пытаться туда иглу вставить. Впоследствии я купила иглы-бабочки, и все стало нормально. Поставили капельницу в руку. Кстати, не больно. В вену больнее, но, видимо, рука дольше будет заживать. И самый ад — это мочегонные капельницы. Вот это было больнее всего. Никогда мочегонные не резали меня ножами. Это кошмар. Это будто хронический цистит проснулся. Будто пасу вот-вот с кровью. Да что там, с кишками. Уретра выпадет. Я просто не могла терпеть не то, что обоссусь, а то, что это непрекращающаяся, нарастающая боль. А сам пакет большой. И там еще в придачу баночка висит. Трэш. Я думала, не выживу. Все мое стеснение смело рукой. Я попросила на кнопку нажать соседку. Кнопку вызова медсестры. Пришли медсестры. Я сказала, типа, это невыносимо. Я хочу в туалет. А сама не уверена, хочу ли, или это просто боль. И они предложили сопроводить меня. Ну или хз, как это все началось, но вот я сижу на толчке, рядом со мной две тетки казахские, из руки торчит капельница, одна держит мою руку с иглой, вторая держит пакетик капающий. И такие, мол, о, и так каждый раз будет? Надо с памперсом, видимо. Я говорю им, то что у меня цистит. И они меня переспрашивают: у тебя цистит? А ты рожала? Сколько детей? И я думаю про себя: при чем здесь этот вопрос? Ну ладно. Говорю им: 0. Они меня переспрашивают: 1? Видимо, этот ответ не подходит, и он не прошит в их базу. Я про себя думаю, что не могу в общественных туалетах со стенами, с музыкой справить нужду, потому что там есть другие люди. А тут такая картина, блядь. И все же стыд во мне лопнул. Или это мой мочевой пузырь? Но я все же начала. И это было бесконечно, будто с меня ровно со скоростью капельницы капало 10 литров мочи. Про себя думаю: да быстрее ты! Причем я все это припорошила матом. Шепотом, конечно, но явно, когда между мной и медбабами нет и метра, все они прекрасно слышали. Короче, через месяц я поссала. Наконец. Вытерлась нерабочей рукой, и за мной мило, учтиво смыли унитаз. И я подумала: не, там еще пакета часть и полная банка. Я буду терпеть, что есть мочи. Не хочу такое рандеву нахуй. Улегли меня обратно с капельницей на кровать. И через время снова предательская боль набирает обороты. Я даже не знаю, где это болит. Так болит душа. Я терплю, кусаю палец. С каждой каплей терпеть становится все сложнее. Кусаю палец больнее. И тут капельница начала тормозить. 1 капля в месяц. Я начинаю выкрутасы. Ниже руку, выше руку. Может, оно быстрее пойдет, и я побегу туда? Кстати, все это время меня ждал борщ на полке. Я остывал. Мне поставили адский механизм, и через минуту принесли еду. Совпадение? Не думаю. Мне предательски хотелось еще пить в момент, когда внизу все разрывало на части от телесной жидкости. Бля, я так пишу, не уверена, не 18 ли плюс ли это уже часом. Короче, время остановилось, капельница остановилась, и я ей шепчу уже: ну давай, мразота, быстрее, как бы тебе выдавить уже разом, все равно хуета какая-то.
Ноги уже сплетаются в змеиное гнездо. Я искала уже нижним туловищем, какое положение тела принять, чтобы не было боли. Не нашла никакого. Больно всегда. И все, я не выдерживаю. Жму на кнопку вызова медсестры, уже заготовила вопрос, как сходить в туалет самостоятельно, что нужно крутить. И, оказывается, так было можно, просто пережимаешь катетер колесиком, останавливаешь капли, снимаешь со стриптиз-шеста банку, аккуратно идешь на унитаз со всей шайтан-машиной на себе. И никакие зрители не нужны. Почему они обсуждали, что так я буду каждый раз? Могли бы сразу показать все, я не такая тупая. Ну все, медпизда мне показала секреты пируэты, и я пошла пробовать. Удачно. И хотя бы течь не пробивалась год, без лишних глаз. Потом аккуратно все повесила на место и продолжила ждать момент туз чаш. Но вроде до конца было терпимо. И потом позвала в третий раз медсестру, сняли катетер. Ну и да, пизда. Ух ты, как прикольно. Какие штучки. Дрючки.
Давление 160 атакlı dengesinde, uygun dengesinde değil. Ага, хорошо. Вы себе даже представить не можете, как я устала молчать. С кем же я хотела поговорить? Да само с собой, причем в звуки я вписываю и все проявления человеческого организма, если вы понимаете, о чем я. Мои соседки даже не задумывались об этом, а я так не могу. Если кто-то рядом чужой, у меня словно штырь в позвоночнике. Особенно, когда я монтировала видео, где-то смешной момент, а я не могу посмеяться. Не могу сказать «да бля!», если где-то не туда ткнула. И более того, боты играли роль, будто соблюдают тихий час или время отхода ко сну. О, даже тут этот зелень ебучий. Продолжим. А я мышкой щелкаю. Выглядело это примерно так. Вот они валяются в телефонах, полифония, делень-делень, разговоры, телек с тупыми передачами, которые они не смотрят. Ну а зачем он включен, ёпта? И вот наступает час X, вырубают телек из розетки, накрываются одеялами и тишина.
и мне приходилось не щелкать мышкой, переходить на тачпад. Но только до первого оповещения на телефон. Все, тут я сразу яростно щелкала. Я настолько привыкла быть одной, что для меня это вынужденное соседство напомнило время, когда я училась в универе, рисовала и чертила по ночам и бесконечно мешала всем родственникам спать. Как на меня цокали и ныли, что я им мешаю жить, вы себе не представляете. Тут мне не сказали по этому поводу ни слова, но я будто сама за них на себя цокнула и отложила все шумящие дела. И именно поэтому за эти 2 суток они меня бесили своими телефонами и разговорами, хотя по сути не делали ничего плохого. Но я же не шумлю, у меня же штырь хорошести в жопе. Так что я не говорю, что они плохие, просто я не люблю людей. Тут ничего не поделать. Помимо невозможности издавать звуки, я не могла двигаться так, как хочу. Гиподинамия жуткая. Вот если бы у меня что-то произошло в момент лежания в больнице, я бы не удивилась, поскольку с трудом делала 2К шагов, а потом вообще сошло на нет, когда я стала зомби. Здесь я еще пытаюсь приседать, хотя было нельзя. Потом, когда спросила про это, перестала пытаться хоть как-то потренироваться. Когда гуляла по коридорам, в слепых зонах тихонько танцевала. Пару раз меня спалили, но я не смотрела на людей, чтобы не видеть их взгляд неодобрения. Осуждение уборщицы все же поймала. Сняла наушники и спросила «Что?». Она отвернулась. Ха-ха-ха, ну пусть хуй сосет, что мне еще сказать на это? Кстати, вот я потрогала толчок, потом дотронулась до лица. После того, как выключила камеру, пошла мыть лицо с мылом, и у меня из-под глаза плеснула кровь из дырки, куда ставили укол. Я не знала, что у меня под таблетками свертываемость стала хуже. Это был сюрприз, о котором меня никто не предупредил. Как поспал, братишка? Плохо. Да, я только под утро уснула и уже разбудили. Под утро проснулась, у меня ребенок чуть-чуть заболел, я всю ночь переживала, что-то температурит, не температурит, думаю, буду звонить, не буду звонить. Сейчас сказала ночью, что-то вот, что с вами. Что-то ночью прям периодически даже просыпалась, сообщения посмотреть. Ну, тут надо привыкнуть, наверное, чтобы спать нормально. Просто расслабим мышцы. Переслонься. Рахмет атин. Жылап тұрып бергенше. Так, держи, хорошо? 2-3 минуты держать долго. Ну, можете 5 максимум. Хорошо. Я тут помогаю. Я. Ну и если тут был сегмент про «Как поспал, браток?», то расскажу. Первая ночь по сну была, можно сказать, что и не была вовсе. Ночь перед больницей я спала 3 часа, и тут резкая смена обстановки, привыкание, стресс и вся хуйня. Я сразу была готова к тому, что спать я не буду. Так и получилось, несмотря на всю мою вымотанность. Я уже прожужжала вам все уши про звуки электроники. Это опустим. Было нечто посмешнее.
Соседка, что лежала ко мне очень близко, испускала следующее. Она плакала. Занавес. Ладно, помимо хныкающих непонятных звуков, было еще что-то. Чем позже становилось, тем больше оборотень лез наружу, а именно бруксизм. Видимо, она вошла в стадию глубокого сна и пошла челюсть в пляс. Она так яростно скрежетала зубами, что мне показалось, утром она их не обнаружит. Из поверхностного разговора с ней днем выяснилось, что она меня старше всего на год, а мне, по ее мнению, 16 лет, лол. Медсестры спросили меня, в какой школе я учусь. На полном серьезе, без шуток. А потом про детей. Вопросы про детей, по всей видимости, базовые, ну да ладно. Вернемся к скрежету. Это как же надо уебаться за жизнь, чтобы психика была столь расшатанной в молодом возрасте. Мне недавно снился кошмар, где я пыталась откусить палец маньяку. И у меня не получалось прокусить кость. Это выплыло в реальность, где я силой сжимала челюсть, и она у меня болела потом весь день. А тут такой эффект у человека ежедневный. Слезы я тоже не поняла, потому что, как оказалось, она выписывалась через день. Ладно, когда в самом начале от неизвестности или осознания, что тебе тут жить неделю. Ну а под конец чего? В общем, странно. И вот под весь этот шалтай-болтай у меня еще из-за депривации сна появились голоса. Они в этом месте столь многочисленные, что просто было сложно разобрать, о чем они говорили. Сделала вывод, что высыпаться мне крайне важно. И кажется, эти голоса убаюкали меня минут на 30 от силы, а потом подъем в 5:20. Насчет подъемов, они были как подъебы, рандомны от 5 до 6 утра. И чтобы меня не заставали врасплох, я начала просыпаться в 4:20, 4:40. Спала ли я эти 8 ночей? Наверное, больше дремала, как кот, потому что нет ощущения безопасности в больницах. У меня так было всегда. Даже помню, в детском отделении была единственным человеком, кого не намазали зубной пастой. Еще зачитаю пару заметок из телефона. Поставили капельницу в запястье, и оно вздулось. Медсестра какое-то время не могла понять, кажется ли ей это, или действительно рука набухала. Я говорю, да, увеличилась. Она вытащила иглу и с раны плеснула кровь. Чтобы такого не происходило, лучше сразу покупать иглы, про которые я говорила ранее, дабы не ебали вены иглищами для прошивки сапог. Вторая заметка. Бля, какие же вонючие мужики. Мне повезло лежать с женщинами, которые не воняют, а еще проветривают палату. Но когда происходит внезапное пересечение с мужиками в процедурной, это пизда. Нет, это хуй. Хоть топор, но почему мне не влом голову мыть, про каждодневные подмышки и все остальное вообще молчу. А еще мне повезло пока что не лежать со стариками. Вот тут оба пола отличаются адскими отхаркивающими звуками, настолько стрёмными, что им только зомби озвучивать. Записать нереально, они это делают внезапно, как выстрел в висок. Вы посмотрели первую часть моих приключений в больнице. Спойлер, после пары дней я осталась в палате одна, и началась совсем другая жизнь. Мне очень повезло, если бы я лежала с таким бэкграундом все дни, во мне бы проснулся зверь, а не человек. А вот это вы увидите во второй части. Там просто кто-то орет, помогите. Ксюша, у меня дочечка Ксюша. Спасибо за внимательный просмотр, ваши лайки и комментарии. Встретимся в следующем видео.